Украина не Беларусь. И здесь никогда не приживутся порядки, которые подходят для русского мира. Ручное управление государством – это русский мир, это путинизм. Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о людях, которых называют журналистами. И есть такая действительно в мире профессия журналист, но к концу этого видео вы поймете, что настоящих журналистов и даже подобия на журналистов в Украине практически нет. Ну, для начала давайте начнем с такой новости. Значит, на прошлой неделе СБУ собирала блогеров для какой-то там чистки мозгов. А сегодня сам президент Зеленский разговаривал с, не знаю, с собственниками или с кураторами телеграм-каналов. Хочу задать вам вопрос, чтобы вы ответили в комментариях и для себя, и для меня. А зачем президенту, который себя именует демократом и говорит, что в Украине демократия и свобода слова, собирать телеграм-каналы? Вот зачем? Ну ясно, что не для того, чтобы сказать: ребята, вот хорошо, плохо, пишите правду, это нужно людям, вы работаете для людей. Нет, не для этого. И скорее всего их готовят под выборы для того, чтобы они обслуживали президента. И для того, чтобы они писали то, что выгодно только офису президента Украины. Но если быть конкретнее, он наверняка просил: не пишите, пожалуйста, про коррупцию, не пишите, пожалуйста, что что-то у нас плохо. Пишите, что у нас все хорошо, люди ведь быдло. А я для себя именно так расцениваю. Вот Юлия Мостовая, главный редактор крупного, кстати, сайта «Зеркало недели», на прошлой неделе, в конце прошлой недели рассказала, что полгода назад, когда был пик скандала, вот эти вот яйца по 17, Резников, вот этот весь ужас Минобороны Украины, президент Зеленский не под запись попросил крупное издание не освещать тему коррупции. Так и сказал: пожалуйста, не пишите о том, что у нас есть коррупция, до нашей победы. Правда, что такое победа, он не уточнил, и когда примерно она будет, он тоже не уточнил. То есть, давайте переведем на понятный язык, давайте не будем врать. Прямо он сказал: значит, пока я не скажу, пишите, что у нас все супер. Врите людям. То есть президент Украины, которого я избрал тоже, и 73% людей во время войны, сказал: врите людям, не говорите людям правду. Украинцы недостойны знать правду. Вот я не сказал им про войну, горе случилось у людей, паника, кипиш, трагедия, нормально. А теперь давайте будем говорить, что у нас все хорошо. Разве это те ценности, которые исповедуют Соединенные Штаты Америки? Это не те ценности. И тут не важно, нравится мне Байден или нет. Даже Байден исповедует совсем другие ценности. Америка строилась на фундаменте, на Конституции Джефферсона, совсем на других постулатах, совсем на другой философии. Давление на свободу слова не имеет ничего общего с западной цивилизацией. Ну, Бог с ним давно все понятно, и в принципе это ничего уже ждать оттуда не приходится, это просто эмоции у меня. Давайте поговорим про журналистов. Вот Юлия Мостовая придала гласности вот такой вот просто гнусный факт. Это отвратительно, это позор. Для меня лично это позор, что президент, которого, может, я и не люблю, хотя я за него голосовал, да, позволяет себе такие вещи. Давайте послушаем, что ответила Мостовая. Вот що вона ответила дословно. І ви знаєте що? В плані корупції ми би прийняли ці умови, якби президент збалансовано продовжив і сказав: я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тили, відбиваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина, Андрій Борисович Єрмак, інші люди, хто хочете. Ось його телефон живий. Якщо у вас є аргументовані треки, факти, прийдіть, будь ласка, надайте цій людині, вона відразу візьме від вас слухавку. І дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть, але дайте нам шанс виправитись, сказала Мостова. Знаете, несколько лет назад Мостовая дала интервью крупное Дмитрию Гордону, и тогда все, без преувеличения, писали кипятком: боже, какая интеллектуальная женщина, ну... эталон, лучшая журналистка Украины. А я то интервью смотрел, я тогда был вообще даже минимально непубличный человек, бизнес, но для себя, там, знаете, в узком кругу это обсуждал. И обсуждал те глупости, которые она наговорила в том интервью. Вот такое же она наговорила и сейчас. Украина не Беларусь. И здесь никогда не приживутся порядки, которые подходят для русского мира. Ручное управление государством – это русский мир, это путинизм. Лукашенко в Беларуси управляет в ручном режиме. Ездит, смотрит, как за коровами говно, извините, убирают. И у Путина все по звонку из ФСБ или из администрации президента делается и все решается. Это не имеет, повторяю, ничего общего с западной цивилизацией, с западным миром. Ни давление на свободу слова, ни вот это вот. Вы даже не понимаете, так называемые журналисты, причины войны.
А вот это и есть причиной войны, потому что президент не должен, как пожарник с огнетушителем, бегать по всей стране и тушить. И он не может знать обо всех фактах и коррупции, и всего остального плохого. Он должен был сломать систему и выстроить такую систему, в которой нет места коррупции, борясь с причинами коррупции, а не бегая и бороться с фамилиями. То есть журналисты, вы реально представляете, это мастодонты. Это не какие-то там, это не блогеры, это мастодонты украинской журналистики, они согласны. Ну, в принципе, давайте к Ермаку будем ходить. Такое впечатление, что, знаете, у всех есть телефон Ермака. Давайте будем к Ермаку ходить на поклон к царю. А царь пусть там что-то решает и что-то наказывает. Причины коррупции нужно убрать. Госпредприятия приватизировать. Министерства, почти все, их там 70-80% не надо, ликвидировать. Оставить те, которые оставить, малое количество людей, автоматизировать все процессы и убрать просто человеком принимать какие-либо решения. Это если вкратце, и сократить чиновников, а не расплодить их и столько же антикоррупционных органов. Журналисты вообще не понимают, вообще в чем корень зла. А знаете что? Им и не надо ни с чем бороться, им и не надо понимать. Им надо вот это болото. Благодаря этому болоту они кому-то интересны, кто-то им платит деньги, потому что эти СМИ не окупают себя, это все датируется. И я знаю, кто датировал «Зеркало недели». Все это я прекрасно знаю, но я не хочу сейчас об этом. Я просто вообще не вижу ни одного журналиста или хотя бы подобия настоящего, который вообще-то чем-то занимается и хотя бы в чем-то пытается разобраться. Вот я возлагал какие-то надежды, я увидел, что у Томаша Фиалы конфликт с офисом президента, и он Зеленского явно не поддерживает и агрессивно в его сторону настроен, что хорошо. Они запустили на «Украинской правде» почти 1 миллион подписчиков, крупнейшие вообще СМИ, крупнейший сайт в Украине, без вариантов. Давайте так, авторитетнейший. Они запустили ток-шоу. Промо было шикарным. Там борьба с пропагандой, что пропаганда это плохо. Я думаю, ну неужели дошло? Первый выпуск, я рассказывал, это на стримах, извините, кто второй раз это слушает. Там «Ты да я, да мы с тобой». Нет зрителей. Рахманин, Смоглюк Василевская, такой мрак, такая туфта. Роман Кравец сидит доволен. В принципе, все замечательно, все хорошо. Говорильня, вот эта бесконечная говорильня. Позвать нафталин, из-за которого война и пришла. Потому что все эти люди, кого они крутят по кругу, они все и ослабляли всегда государство. Ничего не делали, создавали имитацию бурной деятельности. Никто из них никогда не обладал никакой идеей. Это все обслуга кого-то там или люди, которые типа подоляка. Думают, что они страшные интеллектуалы, но на самом деле они ничего не предлагают. Они просто болтают и стравливают людей между собой. А второй выпуск, он как раз шел одновременно с моим стримом, хотя вы знаете, я в пятницу никогда стримы не делаю, просто тогда был повод, это свадьба ДБРовцев, прокуроров. И вот на их этом ток-шоу на втором выпуске присутствовало вообще там 400 человек онлайн, и там, по-моему, 8 тысяч набрало просмотров. Никому не интересно. Знаете почему? Потому что опять позвали нафталин, и опять журналисты даже не умеют задавать правильные вопросы. Они позвали Мустафу Наема. Кто сейчас Мустафа Наем? Возглавил недавно агентство там, по восстановлению инфраструктурных проектов, там, в общем, под войну такое сделано, миллиардные бюджеты в гривнах. А кто такой Мустафа Наем? Это тот, кто 10 лет назад был якобы журналистом. Вот это Наем, Лещенко, это, давайте, как это в народе говорят, сливные бачки. Это никакие не расследователи, это никакие не крутые журналисты, это просто люди, которым противоборствующие кланы, оппоненты сливали на друг друга компромат, они потом их вбрасывали, как будто это великое расследование. На этом сделали себе имя, зашли, Порошенко их пригрел, они предали Порошенко все, он их пригрел у себя в партию, они зашли в парламент. Вот в чем цель этих якобы журналистов, в итоге оказаться у власти. И это поколение, вот Ткач, Кравец, я думаю, будут тоже там. Михаил Ткач, который тоже в «Украинской правде» работает. Вот Наем сейчас сидит и послушайте, что он в ефірі этого шоу сказав. Дозвольте так запитати саме про вас. 22 підстанції, які ви мали збудувати, я так розумію, захисні споруди на 22 ключових підстанціях. Коли вони будуть готові? Чи є розуміння? Дивіться, повністю всі 22 підстанції, там є 2 рівня захисту. Це від дронів і від ракет. Те, що від дронів, я думаю, що на кожній з них підстанцій у нас буде захищений 1 автотрансформатор до кінця року повністю. А що стосується повністю всіх 22, буде до кінця зими. Що стосується від ракет,
Не запізно? Дивіться, якщо, ну, звісно, що хотіли, щоб це було раніше, але питання в тому, що, по-перше, почали тоді, коли були збудовані проекти, були спроектовані. І друге питання, що, наскільки я розумію, ну, наша команда, принаймні агентство, в будівництві цих захисних споруд якби просунулись якомога більше, тому що паралельно з нами працюють інші колеги. І я дуже хочу, ми робимо все можливе. Знову ж таки, не хочу там зараз, чесно кажучи, навіть не хочеться прогнозувати, але я сподіваюся, що на тих підстанціях, над якими ми працюємо, буде максимально зроблено все, щоб вони не зупинили свою роботу. І ми це забезпечимо. Даже Кравец, и то уже он в шоке говорит, а это не поздно? Вы вдумайтесь вообще, что этот человек сказал? Этот великий политик, великий управленец, который в своей жизни собачьей будки не построил, но его почему-то туда назначили. По какому такому критерию? Просто хочу я спросить. Никто вам не скажет ответ. Ну, там может быть накрытие, слышите, накрытие. Это что, SpaceX на Луну полететь или Марс колонизировать задача? Или это Теслу построить? Накрытие, ну, может быть, построим там до конца зимы, а там, может, до конца года. Да вот-вот будет плюс 5 низкая температура ночная в Украине, и Путин начнет свои обстрелы. Терроризировать опять Украину, людей и пакости свои делать. Ничего, нормально. Бюджеты-то огромные, миллиардные. Можно годами решать задачи, которые частный сектор, бизнес, решил бы вот так, максимум за 1 месяц. Понимаете, год назад была прошлая осень, когда были жесткие обстрелы, в частности Киева и вообще энергоинфраструктуры Украины. Они ничего не сделали. За год государства в лице вот таких вот чинуш, агентств ничего не сделали. А это выходцы журналистов, я напоминаю. И знаете, что будет дальше? Вот это говорильня, включение, потом они будут показывать пальцами, тот виноват, не тот виноват. Но самое главное, ни одного вопроса по существу и никогда в жизни вот эти вот все СМИ не покажут вам новые силы, новые идеи, вообще новых людей. Вот этот нафталин, который уже 15 лет крутит по телевизору, который ничего не сделал, полностью политические импотенты и просто как люди полные, два нуля, ничего не могут. Но они там на эфирах, оно уже даже вам, люди, неинтересно, просмотры это доказывают. На моем стриме 5-9 тысяч человек в Ютубе, у них 400 человек, почти 1 миллион подписчиков, миллионы в долларах бюджеты. У них ничего нет. Я вообще не журналист, я даже не блогер. Просто это техническое средство. Слава богу, существует такое пообщаться с аудиторией. Но журналисты со всеми в хороших отношениях. О, Буданов, в рот позаглядываем Буданову, пожмем руку. О, меня уже знает Буданов, я могу ему позвонить. И тому, и тому. Главное со всеми дружить, со всеми быть хорошим. Потому что если будешь продвигать какую-то идею и придерживаться какой-то концепции философии, ты просто станешь белой вороной. Тебя никуда не позовут, ты зарабатывать ничего не будешь. Потому что ты не можешь создать никакой продукт самостоятельно, чтобы это было интересно людям. Ну так, на присоске где-то быть. Вот это последнее, единственное, что они могут. Да как это так можно, чтобы самая большая страна Европы, и никому в голову не пришло, что это не... Хотя бы ладно, вы не знаете, что делать. Я знаю, еще несколько человек прямо говорят, что делать. Но вы даже не пытаетесь как-то людям показать, что есть другие новые идеи. И если вы сами этого, еще раз говорю, не знаете, ну покажите тех, кто знает. Хотя бы задавайте этим, раз вы уже их зовете, острые вопросы. Наводите, показывайте людям, что это уже все. Люди, не голосуйте за них, это уже сбитые летчики. Они уже себя показали. Что мы сейчас имеем? Нет, этого не будет. В следующем видео, скорее всего, мы с вами рассмотрим эту ситуацию, которая возникла у главы СНБО Данилова и с Арестовичем. Потому что это тоже, в принципе, к журналистике имеет отношение. Потому что Данилов вышел, написал пост. Там, опять, без фамилии, как всегда, он любит всегда, и наша власть без фамилии. Такие тонкие намеки. Там была прямая отсылка к Арестовичу и, в принципе, ко всем. Еще раз. Либо ялось задницу президента, вылизывать туфли власти, и ты тогда хороший. Все остальные агенты ФСБ, агенты Кремля. Не нравится государственная политика, агент ФСБ, агент Кремля. Не нравится все, что происходит, есть свое мнение, вали, а то мы тебе что-то сделаем. Вот и все. А журналисты будут дальше шарманку свою по кругу крутить. Майдан 10 лет назад, все мы были. Наем же первый, кто написал пост, что выходите на Майдан. Все, борьба, АТО, кошмар, кошмар. Президент убежал, нового выбрали, как-то стабилизировали ситуацию. Все, этого выбрали, красавца. Война полномасштабная пришла, полстраны разрушено, часть отжата, горе человеческое, сколько украинцев в горе. Им все нипочем. Они хотят опять
дай бог эта война закончится, и опять ту же шарманку, опять те же скучные лица, ни о чем вот это вот говорильня. Короче, ладно, не хочу повторяться, делайте выводы сами, я просто надеюсь, что вы видите, что не что-то идет не так, а все идет не так. И это путь опять приведет по кругу в ту точку, с которой мы начали. Опять к ужасу, кошмару, и потом будут искать врагов везде. Да, Путин враг, мы все это давно знаем. Для меня это не новость, в отличие от вот этих вот всех. Но внутри есть враги, и нужно что-то делать для того, чтобы ситуацию изменить. И вы, люди, можете это сделать, хотя бы если просто разберетесь, что вас кормят не тем, и будете требовать совершенно другого, уважать себя. Иначе будут с вами общаться вот так вот, как делает нынешняя власть. Просто вызывают СМИ, вызывают блогеров, рассказывают, что не, у нас нет коррупции, все, обманывайте людей, идите обманывайте людей. А вы будете вот эту, я называю, информационную мивину на уши накручивать. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, кто еще не подписан, лайк, колокольчик и обязательно комментарии, что вы скажете по поводу увиденного, это очень важно. Пока.